Всех приветствую. Долгожданное обновление торговой стратегии– это уже не просто Grid vs DCA, это целый комбайн получился, который, в принципе, реализует, наверное, все идеи алгоритмической торговли. Вот какая бы идея вам ни приходила, как бы реализовать торговую стратегию, наверное, вы найдете решение именно в этом комбайне. Итак, давайте приступать к обзору. Из визуальной составляющей таблица со статистикой в целом не изменилась. Здесь как были ключевые метрики по предварительному анализу и оценке стратегии, так они и остались здесь. Вот, добавил сюда помесячную статистику профита, ну и, соответственно, с годовой итоговой статистикой. Вот. Из визуальных составляющих, в принципе, у нас изменений нет, изменения в большем функционале. Теперь стратегия называется Multi-Channel Grid and DCA LTF. То есть совмещает практически, я говорю, все идеи, которые вы могли когда-либо либо тестировать, либо думали об этой идее для реализации. Так, погнали. Тип стратегии long-short оба. Оба можем включать только тогда, когда у нас есть внешний сигнал. Вот, подключаем внешний сигнал, у нас реализуется оба направления. Давайте еще сейчас ограничение диапазона дат сделаю. Вот, соответственно, оба направления у нас реализуются как в long, да, сделки, так и в short сделки. Вот, сейчас сигнал у нас приходит от NextGen Signal Pro, индикатор, который сочетает в себе 14 технических осцилляторов и генерирует сигналы на основе полос Боллинджера, средних скользящих и дивергенций. При этом он показывает совпадение, да, сколько технических осцилляторов совпали вот именно в этой точке. Вот этот сигнал доступен у нас в клубе, но сейчас не об этом. Погнали дальше. Его я отключу, чтобы он нам не мешал. Соответственно, первое нововведение мы рассмотрели, тип стратегии оба, да, то есть здесь по приоритету какой первый приходит сигнал, такая сделка и открывается. Идем дальше. Количество ИСО, в целом шаг ИСО, множитель ИСО – это стандартные параметры для расчета риск-менеджмента сеточной стратегии. Дальше тип ИСО. Я здесь добавил три типа. Первый тип – это грид, второй тип грид плюс DCA и третий просто DCA. Грид это обычный режим, да, сеточной стратегии, где у нас есть определенный шаг первого ордера и множитель шага, который, соответственно, у нас растягивает сетку. Вот. Ну и, соответственно, при мани-менеджменте мартингейле он увеличивает объем каждого последующего страховочного ордера. Второй режим Grid плюс DCA. Мы подключаем сюда NextGen Signal Pro сигнал. Вот. И как это реализуется? Он, собственно говоря, реализует у нас, он растягивает также сетку, но исполняются страховочные ордера, прежде всего, по сигналу. То есть, когда приходит сигнал, тогда у нас и исполняется страховочный ордер. При этом бывают такие ситуации, что, например, у нас сигнал срабатывает выше, чем был у нас последующий страховочный ордер. Вот, например, эту ситуацию разберем. Вот у нас первый SO1 сработал по сигналу, дальше у нас следующее усреднение, да, сетки стоит по цене вот 104 278, например, и у нас пришел следующий сигнал, но он пришел выше, чем вот эта вот линия, да, следующего страховочного ордера. И мы, соответственно, выставляем здесь сразу же лимитную заявку, и она у нас будет исполнена. Вот таким образом дальше вот мы видим, что снова исполнение по сигналу, а дальше у нас вот сигнал здесь пришел, здесь, соответственно, по страховочному ордеру. Дальше смотрим тоже. Здесь, соответственно, сигнал пришел, дальше исполняется лимитной заявкой по, соответственно, сетке. Поэтому этот режим объединяет в себе две логики вот, для более эффективной работы. Вот, это называется Grid плюс DCA. И есть обычный режим DCA. Вот, он у нас, соответственно, усредняет чисто по сигналу. Сигнал пришел, он усреднил. Вот, здесь, в принципе, простейший режим. Вот, усредняет он столько, сколько указано в количестве ISO. То есть, например, вот здесь 8, да, вот у нас 8, крайний страховочный ордер был исполнен. Ставим 9, у нас вот этот вот сейчас добавился, линия без убытка пересчиталась. Убираем обратно на 8, и для этого режима еще здесь есть небольшой режим, только ниже, дробь выше, да, передел, потому что только ниже для лонга, только выше для, соответственно, шорта. Следующий ISO исполнится только если цена лучше предыдущей. Вот, его включаем, и у нас некоторые сигналы здесь просто исчезают, потому что они находятся выше. Ну, то есть, например, да, вот этот вот сигнал у нас исчез, вот этот сигнал у нас исчез, и у нас исполняется только по лучшей цене в режиме DCA. Вот это дополнительный подрежим, да, для вот этого типа ISO. Переходим на грид и рассматриваем другие наши моды. Вот у нас есть Channel мод. Channel мод, он у нас работает соответственно, в multi-take профите, когда мы ставим, например, давайте поставим 4 take профита. Здесь я, да, добавил 4 take профита. Вот, и что он у нас делает, Channel мод. Сейчас мы найдем какую-нибудь здесь сделочку, вот, например, вот эту. Channel мод – это как, канальный мод, да, то есть режим канальной торговли. Мы торгуем в канале. Соответственно, что он делает? Вот, например, у нас есть вход в сделку, есть первое усреднение и есть первое частичное закрытие по первому take-профиту. Когда у нас реализуется условие частичного закрытия, у нас вот этот вот, то есть у нас объем освобождается, и, соответственно, мы можем дополнительно еще раз по этому уровню усреднить. Вот. И у нас повторное SO repeat, да, у нас здесь повторное, соответственно, усреднение происходит.
Вот, таким образом, у нас также снова выставляется по той же цене Take Profit, вот как мы можем видеть. Вот здесь Take Profit исполнился по уже, ну, с учетом еще одного соединения. Да, вот здесь еще один и еще один Take Profit, но эти уже Take Profit были у нас заданы, соответственно, вот этой частью, да, Take Profit 2, Take Profit 3. Вот, то есть у нас один Take Profit, второй Take Profit, третий Take Profit исполнился, у нас остался еще четвертый. При этом, как мы можем видеть, что у нас еще один раз исполняется SO Repeat, вот, то есть повторно, и здесь уже позиция выходит полностью, закрывается вот, по четвертому take profit. Вот, таким образом у нас организуется некая канальная торговля в определенном канале, то есть у нас запоминается цена страховочного ордера, запоминается цена take profit, и здесь нам как раз это поможет для того, чтобы, например, если мы зависли в сделке, да, где-то внизу, вот, соответственно, там мы можем уже смещать линию без убытка таким образом, когда у нас совершаются сделки. Вот для этого я специально добавил тип take profit, например, от последнего исполненного SO. Когда мы его включаем, то есть у нас take profit будет считаться от сейчас вот это вот уберем, ограничение диапазона дат. Здесь как раз в табличке можно видеть, что есть убыточные месяцы, когда у нас, соответственно, take profit, линия take profit выходила за границу, точнее ниже цены без убытка. Вот здесь видим, что есть отрицательные месяцы. Вот. Если еще раз рассмотреть, вот как это в целом работает, вот, последующий SO repeat ордер отменяется после сработки, ну, как бы последующего ордера. То есть здесь SO1, да, выставлялся как SO repeat, и когда SO2 исполнился, все, у нас отменяется и take profit, и предыдущий SO. Вот. И после, соответственно, следующего частичного закрытия у нас будет SO repeat, да, SO2 как repeat срабатывает. То есть это получается как динамический канал, вот, прикрепленный к сетке усреднений. Вот если как бы абстрактно рассуждать, то это вот таким образом реализуется. Вот режим такой есть. Вот там я вот смотрел по статистике, некоторые сделки вот в таком вот канальном режиме закрывают больше профита, чем, например, мы когда падаем и собираем 5, там, 6, 7 страховочных ордеров. Вот, то есть у нас сделка открывается, закрывается, открывается, закрывается, и таким образом мы зарабатываем больше, чем если бы мы собрали какую-то большую сетку. Вот. Также в этом режиме вы можете просто увеличить количество ордеров. Здесь, например, поставить 15, количество SO, множитель SO, давайте 1,1 поставим, например. Вот. И таким образом у вас будет более динамический канал вот, с большим количеством страховочных ордеров, вот, с большей прибылью, большей адаптивностью. Здесь можно видеть вообще уже за год там мы заработали за 2024 год 107%. Вот. Но при этом минимум до ликвидации 8,84%, 8% был. Это достаточно рисковая история. Я думаю, если чуть-чуть уменьшить мартингейл, да или вообще его в единицу 1,01, можно, наверное, поставить 1.1, например, поставим, и у нас уже получше, поприятнее история, да, минимум до ликвидации 45, вот, но при этом, как мы можем видеть, и профит у нас снизился. Ладно, не об этом еще. Сейчас идем дальше. Так, не успею весь функционал рассказать. Здесь ставим от линии без убытка, channel mode объяснил. Идем дальше. Мультигрид. Мультигрид, что это за зверь? Сейчас у нас подгрузится грид. Здесь давайте поставлю 100%, чтобы у нас следующие take profit не брались. У нас будет, даже если они включены, если мы ставим размер 100, вот, то у нас будет закрываться по одному take profit. Идем дальше. Мультигрид. Мультигрид. Так, здесь надо снизить количество ордеров. Давайте поставим, например, 3. Отступ поставим 3. И посмотрим, что это за зверь. Количество сеток, да, пускай 3 будет. Вот, сейчас прогрузится. И что это за штука такая, мультигрид? Как она работает? Ну, давайте на примере этой сделки. То есть у нас есть определенная заданная сетка, да, грида, которую мы задали по количеству ордеров, шаг ISO и множитель ISO. Вот здесь мы указали 3 страховочных ордера. Вот, как можете видеть, при входе в сделку у нас исполняется раз, два, три. После этого мы указываем отступ для следующей такой же сетки. Вот, мы указываем отступ 3, и после 3%, вот, точнее, тут будет 3,59, да, наверное, потому что он у нас считается еще дополнительно как, сейчас посмотрим, да, 3,56, да, то есть он у нас еще учитывает вот этот вот шаг, шаг SO, вот, добавляет к вот этому отступу 3,56. Вот, получилось там чуть-чуть не точно, вот, не 3,5 ровно, ну, то есть он динамически рассчитывает еще отступ, вот, исходя из множителя. Вот. Дальше у нас исполнилось таких же 3 ордера, в точности, которые у нас были здесь по объему, да, можно даже... нет, они у нас чуть-чуть больше, да? Да, здесь чуть-чуть больше контрактов, потому что мы по более выгодной цене приобрели, хотя приобретали на всю ту же самую сумму. То есть это фактически дублирование одной и той же сетки. Вы можете видеть, вот здесь была первая сетка, потом вторая здесь, и вот третья сетка здесь начала исполняться. У нас только один SO зацепился, до второго мы, соответственно, не достали. Таким образом, мы можем реализовать мультигрид сетку. Вот здесь у нас, допустим,
кончились, да, SO, да, вот здесь вот, по-моему, мы закончили. Если мы поставим, например, 4, у нас еще дополнительно здесь будет следующая сетка усреднения. Давай, прогружайся. Вот у нас еще одна сетка. Давайте еще одну поставим. Вот, так, вот тут нам не нужен. Давайте 5 количество сеток поставим. Вот при этом у нас начальный капитал слишком сильно не увеличивается, так как у нас в целом просто дублируется одна и та же сетка. Вот, это очень классный механизм. Вот, как можете видеть, если запоминали, в принципе, тот же самый профит показывает. При этом мы используем всего лишь 96% от нашего начального капитала 10 тысяч долларов. Вот, и у нас, соответственно, 5 сеток вот по 3 ордера. И они у нас вот так вот очень круто вышли, вытянули сделку, да, и усреднялись по самым минимальным значениям. Вот таким образом работает мультигрид. Мультигрид еще также дополнительно, ну, вот есть триггер отступ в процентах, есть сигнал. То есть, например, мы ставим сигнал, выбираем сигнал на XDN, сигнал Pro, и тогда, когда у нас приходит сигнал, тогда у нас только будет активирована сетка. Например, как вот здесь. Вот у нас пришел сигнал, вот, и от сигнала у нас уже выставляется сетка. То есть это как будто мы входим в сделку на вот этой свече по закрытию, и от закрытия уже выставляется раз, два, три ордера. Идем дальше. Вот здесь то же самое. Исполнился ордер, точнее пришел сигнал. Вот по закрытию от него идет 3 страховочных ордера. Та же самая сетка. Вот, идем дальше. Где у нас еще? Вот здесь пришел сигнал, также 3 ордера от него сработало. Здесь пришел сигнал, 3 ордера от него сработало. И все, здесь у нас, соответственно, уже кончились сетки наши. Мы можем также дополнительно поставить еще больше сеток. Вот, и следующие сигналы. Вот этот сигнал у нас отработает, вот этот сигнал отработает. Вот, да, как мы видим, здесь 3 ордера, здесь 3 ордера. То есть он при сработке сигнала, то есть триггером старта сетки является внешний источник сигнала. Его отключаем. Это у нас разобрали мультигрид. Тоже очень крутой режим для того, чтобы вытягивать какие-то сделки, возможно. Вот, можете подключить текущую какую-то сделку свою. Так, и давайте вернемся. Множитель у нас 1,6. 1,6 был, здесь 8, количество ордеров 8. Мартингейл 1,2. Вот, при этом во всех ордерах, если мы ставим, например, процент от депозита, у нас как страховочные ордера, так и, соответственно, take-профиты будут передавать значения в процентах. То есть здесь, например, поставим 25, вот 25 ставим, и у нас будет 4 ордера по 25% передавать, да, вот здесь 25, 25, 25, и уже остаток там, соответственно, 100%, вот последний ордер закрывает. Вот, таким образом можем настраивать копи-трейдинг и передавать в процентах, да, независимо от депозита, у нас будет на бирже, на том же OKX, работать по любому депозиту. Вот, идем дальше. Сигнал для входа, в принципе, здесь смысла нет останавливаться, да, это внешний источник сигнала. Внешний источник сигнала. Идем дальше. Стоп-лосс. Стоп-лосс также включается здесь, и я добавил 4 типа стоп-лосса. Первый тип стоп-лосса от точки входа, ну, я думаю, понятно, да, где у нас точка входа, от него считается стоп-лосс. Вот, 5% отсчитывается, и у нас, соответственно, закрывается сделка. Вот, так, процент отключим. Дальше стоп-лосс следующий от линии без убытка, то есть динамический, да, стоп-лосс тоже, который привязан к линии без убытка. Так, переключился, да, ну вот он, собственно говоря, у нас линия без убытка синим цветом, и он привязан именно к линии без убытка. Дальше следующий у нас тип стоп-лосса от последнего исполненного СО, то есть вот этот вот исполнится, от него уже будет, соответственно, считаться стоп-лосс. Сейчас покажу. У нас указан 5%, вот он, соответственно, считается от последнего исполненного СО. Вот. И последний тип стоп-лосса это, соответственно, от последнего СО, то есть сколько у вас страховочных ордеров в сетке, вот 8, то есть от последнего, 8 у нас будет, соответственно, стоп-лосс 5% отсчитан. При этом есть еще дополнительный функционал, это задержка стоп-лосса. Если мы его включаем, то у нас после старта сделки стоп-лосс будет активирован только после прошествия 5 баров. Вот мы можем видеть, вот вход в сделку, базовый ордер был совершен, и после 5 баров у нас активируется стоп-лосс. Вот. Это нам для того, чтобы не вылететь по неточным сигналам. Давайте, например, 12 часов поставим здесь и еще раз посмотрим, что у нас стоп-лосс сместится. Все четко у нас грамотно работает. 12 баров прошло, только после этого активируется стоп-лосс. Вот, идем дальше. Соответственно, стоп-лосс мы рассмотрели. Пускай у нас остается включен. Дальше тип take-профита от точки входа. Ну, я думаю, принцип понятен. Та же самая аналогия, только здесь нет от последнего ISO. Да, он, в принципе, не нужен. Ну, зачем нам от последнего ISO считать, соответственно, take-профит. Здесь вот от последнего исполненного ISO это очень крутая фича. Если вот как раз мы зависли в какой-то сделке,
вот, чтобы не зависать нам. Да, у нас некоторые месяцы будут убыточные, вот, но если мы, соответственно, добавим take profit, во-первых, увеличим take profit в процентах, либо добавим другие take профиты, вот, у нас это даст возможность выходить побыстрее со сделок. Ну, тут у нас стоп-лосс сработал. Стоп-лосс сейчас уберу. Стоп-лосс. Так, убираем тебя. Убираем стоп-лосс. Вот. Можем видеть, что у нас есть и отрицательные месяца, когда у нас, соответственно, сделки закрываются в минус по take-профиту. Вот. Ну и можем видеть, что линия take-профита, линия take-профита, она смещается, исходя из, соответственно, исполнения страховочных ордеров. То есть он именно от последнего исполненного ордера будет считаться. То есть, например, вот здесь у нас какой take-профит по счету. Ну, давайте вот эту вот сделку рассмотрим. Здесь у нас тоже было несколько, да, базовый ордер, первый сработал, второй сработал, то есть это у нас линия третьего take-профита. Третий take-профит у нас равен 3%. Вот, соответственно, мы смотрим, сколько у нас вот 3 ровно процента от последнего исполненного СО. Этот СО исполнился, и у нас 3% take-профит будет до исполнения следующего СО, либо до закрытия полностью сделки. Таким образом, у нас работают типы take-profit. От линии без убытка ставим, и здесь еще дополнительный режим только в плюс. Ну, здесь есть пояснение, если включено закрытие по-любому из сигналов по take-профиту, если вы добавляете сигналы, надо будет включить галочку, выбрать сигнал, да, и тогда у нас первый take-профит будет исполняться только по сигналу. При этом как бы все 4 take-профита, они последовательны, то есть они срабатывают последовательно. Например, вот здесь мы можем видеть, да, набирали позицию, и вот здесь пришел сигнал, у нас сделка закрылась в минус здесь, да, то есть ниже без убытка. Первый take-профит закрылся. Вот, соответственно, если мы ставим только в плюс, то у нас, соответственно, будет ждать сигнала, когда он выйдет, собственно говоря, в плюс. Да? Здесь мы уже вообще зависли, да, где-то в сделке. Ну, давайте вот здесь, например, посмотрим, что у нас take profit сигнал, он тоже отдельным ID обозначается. Вот здесь вот у нас take profit SIG, вот он пришел сигнал, и здесь у нас первый take profit закрылся. И последующие сразу же закрылись по процентам, так как у нас, в принципе, от линии без убытка уже прошли все проценты. А у нас здесь именно указано в процентах. Идем дальше. Такой огромный функционал. Блин, наверное, надо было в 2 видео это все уместить. Ну ладно. Дальше, что у нас только в плюс отключаем, от линии без убытка оставляем. Следующее, что у нас есть для каждого еще дополнительно take профита. У нас есть стоп-лосс в безубыток, и либо стоп-лосс на первый take профит, либо стоп-лосс на второй take профит, и дополнительно трейлинг. Вот, рассмотрим, как это все работает. Сейчас включим стоп-лосс в безубыток и трейлинг включим. Подгрузилось. Так, где у нас? Чтобы это работало, нам, во-первых, нужно включить стоп-лосс, да, потому что мы работаем именно с стоп-лоссом, переставляем стоп-лосс. Вот, сейчас у нас, вот, собственно говоря, реализовалось. И давайте смотреть на вот этих сделках, на этом примере. Как только у нас исполняется первый take profit, вот он исполнился, у нас цена, давайте оставим сначала стоп-лосс без убыток, чтобы рассмотреть именно функционал, когда у нас стоп-лосс переставляется в безубыток после исполнения первого, соответственно, take профита. Ну вот, сделка. У нас изначально вот активируется стоп-лосс. Стоп-лосс активировался. И после исполнения первого ордера, первого take профита, точнее, у нас стоп-лосс переставляется в безубыток. Ну, тут, соответственно, мы собрали дальше все остальные take профиты. Например, вот по этой сделке у нас видно то, что у нас исполнился первый take profit, и цена вот здесь вот по стоп-лоссу закрылась по цене без убытка. Вот. Если мы поставим trailing profit, то после того, как у нас исполнился первый take profit, у нас, соответственно, будет тянуться трейлинг. И как можем видеть, здесь первая сделка закрылась, здесь вторая сделка закрылась, и в итоге позиция вся закрылась по стоп-лоссу. Вот. Таким образом, у нас работает для каждого ордера стоп-лосс, перестановка стоп-лосса и трейлинг для каждого take профита. Вот, идем дальше. Здесь в целом все то же самое, что по сигналам, что по стоп-лоссам, что по трейлингам. Для каждого take-профита все одинаково, кроме четвертого. Здесь, соответственно, нет перестановки стоп-лосса, нет трейлинга, потому что четвертый ордер, он закрывает всю позицию. Дальше, последнее, что у нас тут есть, это чисто аналитический раздел. Давайте поставлю здесь 100, вот, чтобы у нас была ситуация только с одним take-профитом от линии без убытка. Вот, без стоп-лосса. Стоп-лосс уберу. Вот, чтобы у нас была статистика. Мы можем посмотреть расчет на более меньших таймфреймах.
есть мы, например, можем включить 15 минут. Здесь у нас доступно только 100 тысяч интрабаров, что является там пределом для всех непрофессиональных планов TradingView. Вот. Ну и как можем видеть, что по таблице профита здесь было 33, 45, 17. Если мы переключаем на 15 минут, 31, 52, 23. То есть у нас полностью пересчитывается движок. Вот. Единственное, что страховочные ордера и базовый ордер, ну, входа в сделку метки, они здесь не отображаются. Вот. Это, к сожалению, ограничение функции Request Security, вот, которая нам позволяет как раз посчитать на интербарах сделки. Вот. Но вход в сделку здесь осуществляется, так как у нас без сигнала, да, стоит режим, вот, он у нас осуществляется тогда, когда у нас закрывается сделка, на закрытии следующей свечи у нас осуществляется вход в сделку. Ну, соответственно, здесь вход в сделку осуществляется на 15 минутах. Вот, то есть внутри часовой свечи может даже закрыться несколько сделок. Вот, мы можем хоть минуту поставить, да, но, к сожалению, у нас доступно только 100 тысяч интербаров. Вот, если более продвинутый этот механизм делать, то он доступен только для премиум пользователей TradingView. Вот, чтобы у нас отображались метки страховочных ордеров, закрытия сделок и так далее. Вот, это более продвинутый механизм, он доступен только для премиум пользователей. Этот скрипт я хотел делать для всех. Вот, и чтобы в том числе у нас был аналитический раздел, который у нас может считать на меньших таймфреймах. Ой, уже заговорился. Настолько она обширная, что все так вот просто одним махом не расскажешь. 5 минут переключаем. И здесь в чем еще преимущество? В том, что история 100 тысяч интрабаров больше, чем, например, у некоторых на графике открывается. То есть если мы перейдем на 5 минут, да, по той же стратегии, например, запоминаем, здесь у нас старт сделок с июля 2024 года. С июля 2024 года. Если, например, выключаем 5-минутные и переходим на 5 минут по той же самой стратегии, то у нас здесь старт сделок в апреле 2025 года. Ну, соответственно, видите разницу. То есть мы можем просчитать на большей истории, на меньшем таймфрейме. Вот, возвращаемся на час, включаем также 5 минут. Вот, и, соответственно, видим, что у нас здесь доступна большая история. Это за счет того, что нам доступно 100 тысяч интрабаров. Вот, а у некоторых как бы вся история графика, которая показывается на графике, она меньше. Вот, таким образом, это чисто аналитический раздел для того, чтобы у нас посмотреть основные метрики, параметры по стратегии, оценить ее на меньшем таймфрейме, как она работает. Вот, таким образом мы можем дополнительно прочитать на меньший таймфрейм. Дальше диапазон дат бэктеста. Тут, в принципе, все, я думаю, понятно. Ограничение времени начала, время конца. Здесь также вы можете подбирать время, если у вас какая-то сделка зависла, подогнать под начало этой сделки. Вот, ну и как бы вытащить ее, если надо, с помощью инструментов, которые здесь предоставлены. Тот же Channel Mode, он отлично будет вытаскивать сделки. Дальше здесь у нас показывать метки PNL. Метки PNL у нас показывают, сколько мы заработали take profit, да, и, соответственно, время длительности сделки. Здесь вот мы заработали 44,66 USDT, сделка длилась 18,5 дней. Вот, это метки PNL. Таблица со статистикой, здесь, соответственно, можно настраивать знаки после запятой, размер текста, позицию таблицы. Вот, таблица с настройками стратегии, она отображается здесь и показывает те режимы, соответственно, параметры стратегии, которые у нас сейчас работают. Вот. Как мы можем видеть, первый ордер, да, здесь Мартингейл по разделу money менеджмента, по риск менеджменту шаг, множитель, количество СО покрыто сколько сеткой. Если за все страховочные ордеры, да, считать, то у нас покрыто 34,96%. Вот, направление long, стратегия grid. Ну, то есть, если мы что-то изменяем здесь, то, соответственно, у нас здесь также все будет изменяться. Да, стратегия поменялась, grid плюс DCA, вот, и, соответственно, изменения какие-то у нас тут заново вносятся. Вот, дальше что? Дальше что? Таблица с настройками стратегии рассмотрели и таблица прибыли по месяцам. Вот, соответственно, также можно размер текста настроить и позицию таблицы. Веб-хуки для открытия, для усреднения, для закрытия, для стоп-лосса. Почему для закрытия, для стоп-лосса два отдельных? Потому что у стоп-лосса проценты не пишутся. То есть, если мы, например, по take profit можем отправить проценты для закрытия, да, если мы включим, соответственно, здесь проценты, то у нас будет отображаться вместо значка take profit здесь именно процент, да, 100% вот мы закрываем, 100% и отправляется. Вот. Если мы, например, включаем трейлинг, стоп или перемещение стоп-лосса без убыток либо на какой-либо уровень take профитов, то нам необходимо отдельно в webhook указывать здесь просто amount, количество, мы ставим 100%, да, и передаем, что мы 100% закрываем позиции. Здесь просто шаблон мы вставляем для той или иной биржи, на которой торгуем, куда передаем сигнал. Вот, и таким образом у нас будет работать в целом, дублироваться все сделки, как здесь с TradingView, так и на бирже. Вот, рассмотрели, в общем, наверное, все. Вот.
Достаточно такой сильный, насыщенный комбайн, множеством функций, вот, на любой вкус и цвет, я говорю, на любую идею, и реализация в нем найдется. Здесь можно собрать это все, причем это все скрещивается, типа ISO, там, grid плюс DCA поставить и сделать это сеткой, например, или сделать DCA с channel модом. В общем, это все комбинируется здесь, и из этого можно сотворить что-то действительно универсальное, что будет постоянно приносить профит без каких-либо задержек, без инвестов жестких, долгих, да, будет отторговывать, смещать линию без убытка и так далее. На этом заканчиваю. На одном махе очень такое объемное получилось видео. Всем желаю профита, вот, побольше профита и поменьше инвестов. Всем пока-пока.